Всем привет! Установленная в нашем саду зимой кормушка летом привлекла много птиц. Наверное, сработал птичий телеграф, по которому передавалась информация, что здесь можно всегда найти угощение, но мы этому рады. Идешь по дорожке, и вдруг из кустов выпрыгивает зарянка. Ее еще называют малиновкой. Маленькая певчая птичка с очень запоминающимся оперением, словно ярко-оранжевый фартук надела на грудь. Или, к примеру, вяхери, лесные голуби, вдруг весной свили гнездо и вывели птенцов. Мы долго за ними наблюдали. У нас на канале есть видео о жизни лесных голубей, а также о синичках-снегирях. Обязательно загляните в описание, там есть ссылки на эти видео. Птенцы вяхери выросли и стали наведываться в сад за угощением, ягодами. Маленькая, шустрая, стройная птичка-трясогузка быстро бегает по траве в поисках насекомых для своих птенцов. Птенцы подросли, выскочили из гнезда, попрятались в кустах, а родители волнуются. Только выйдешь из дома, а трясогузки переживают, поднимают крик и вьются перед тобой, отвлекают, прикидываются ранеными. А это зеленушки. Так заливисто и долго поют, выдают трели, заслушаешься. Молодняк подрос и устраивает игры, догонялки и борьбу. Хорошо им здесь. Где-то в туях спрятали гнезда. Пойди их разыщи в такой чаще. И еда рядом, шишечки, семена, насекомые. Выйдешь за ворота, а в кустах возле крапивы камышовка распевает. Песня меняется, порой она содержит много трещотки, чек-чек-чек. А иной раз яркие, неспешные сочетания звуков. Это один из лучших певцов средней полосы России. Соревноваться с ней по силам разве что только соловью. Многоуважаемый дрозд-рябинник наведался. Это подросший птенец. Юность выдают остатки пуха и неловкие движения. Застыл на яблоне и думает, что спрятался, а летает пока плохо. Дрозды большие любители покушать. Они всеядные птицы и помимо насекомых с удовольствием склевывают яблоки и ягоды рябины и калины. О приближении осени первыми сообщили ласточки. Деревенские и городские ласточки стали собираться шумными стаями и рассаживаться по антеннам, проводам, деревьям. Кормят молодняк и готовятся к отлету. Пора на юг, громко чирикают птицы. Рассчитались на первый, второй, взмахнули крыльями и в путь. Пожелаем всем им доброй дороги. А нам надо готовить кормушку для пернатых, которые останутся зимовать. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео с нашими наблюдениями за птицами. И нажмите на колокольчик. Всем удачи и отличного настроения!